Ну что, займемся киевским тортом. Для него нам необходимо приготовить коржи. В первую очередь, это, наверное, самый долгий процесс. Это очень простой торт. На самом деле, я очень люблю его готовить. Единственное, что много очень времени уходит на коржи. Итак, но в то же время все очень просто. И давайте сейчас мы с вами быстренько все и сделаем. Значит, первым делом мы берем белок. Отправляем его в дежу. Туда же к белку мы сразу же отправляем сахар весь. И всю вот эту нашу историю мы ставим взбиваться. Пока наш белок для нашего безе киевского взбивается, мы подготовим орехи. Я использую здесь миндаль, но вы можете взять любые орехи, которые вам нравятся. Но мы будем использовать миндаль. Нам нужно его подробить. Для этого мы возьмем вакуумный пакет. Ну и я просто так сделаю, да? Вы можете делать как вам удобно. Насыпаем сюда миндаль. Все. Готово. Теперь мы подготовим сразу противни, на которых мы будем наши коржи отпекать. Вы опять же можете использовать пергамент, либо можете использовать силиконовые коврики, либо любые вам доступные антипригарные средства. Но их нужно использовать, потому что безе от противня просто так потом не отодрать. Ждем, пока взбивается. Итак, вот взбился наш белок. На самом деле бояться перебить его вам не стоит. Это точно не про это соотношение белка и сахара. Итак, все до безумия просто. Значит, взбитый белок с сахаром, подробленные орешки. Орешки сразу высыпаем сюда. Так. Следом к орешкам мы отправляем муку. И теперь все это хорошенечко перемешиваем. Аккуратно, стараясь максимально сохранить воздушность и пышность белков. Но в то же время нам нужно все перемешать. Убедились, что все перемешали. Отлично. Теперь мы воспользуемся нашим хорошим другом кондитерским мешком. И переложим сюда наше безе. Когда будете отрезать кончик у пакета, имейте в виду, что внутри пакета есть дробленые орехи. И если вы отрежете слишком маленький кончик, то они все застрянут на выходе, и ничего у вас не получится. Поэтому я вам рекомендую и советую, да, не жадничайте. Отрежьте лучше заведомо больший кусок мешка. Вот. И что? И просто берем и аккуратно, равномерным слоем выкладываем. И теперь я вам рекомендую разровнять легонечко, не нарушая геометрию, которую мы только что с помощью кольца создали себе. Потому что печься эта вся история будет долго. Мы ставим температуру 130-150. И где-то порядка 2 часов, час 40 точно, наши безешечки будут стоять, сушиться в печи. Вот. Еще один момент, сейчас я вам покажу. Сушиться наши коржи будут при вентиляции, при включенной конвекции. И если вы будете использовать так же, как я, пергамент, то
от конвекции он может там весь развиваться и в итоге налипнет не там, куда нам надо. Для того, чтобы этого не происходило, мы, как настоящие профессионалы, положим здесь ложечки. Все. Теперь мы точно уверены, что никакая конвекция нам ничего не повредит. Все, ставим в печь. Все, вот видите, у меня здесь никакая не мега-супер цифровая система, аналоговые часики. Вот все, и теперь 2 часа, ну поставьте себе 1,5, через 1,5 часа проверьте, как себя чувствуют наши коржи. Коржи, которые мы с вами сушили, готовы. Где-то, наверное, 1:40 у нас ушло на то, чтобы приготовились коржи.